Друзья, всем привет! Вам очень зашли видео про правила в волейболе, и почему бы не продолжить эту тему? В тех роликах, помимо официальных волейбольных правил, я ссылался на книгу прецедентов судейства, и более подробно про данный документ в этом видео мы и поговорим. Книга прецедентов судейства разработана Комиссией по судейству и правилам игры Международной Федерации волейбола и является официальной интерпретацией действующих волейбольных правил, обязательной для применения всеми судьями в аналогичных игровых ситуациях. Ссылочку на книгу я оставлю в описании, а самые интересные моменты из нее мы сейчас с вами и разберем. Так что, как обычно, не вижу смысла больше тянуть, поехали! Как должен реагировать первый судья, если игровой капитан постоянно подвергает сомнению судейские решения? Когда, по мнению судьи, такое поведение выходит за рамки, первый судья должен просто предупредить капитана. Но если он так и продолжит свои безосновательные нападки, на него налагаются санкции за грубое поведение, а именно красная карточка. Разрешено ли игровому капитану просить первого судью проверить расстановку? Да. Тем не менее, злоупотреблять этим правом не стоит. Подобная информация может быть дана только о его собственной команде. Все, что вы можете узнать про расстановку соперника, так это верна она или же нет. Информация о том, кто из соперников является игроком передней, а кто задней линии, не предоставляется. Может ли команда протестовать решение судьи, или же оно окончательное? Да, судья может изменить собственное решение, если он осознал свою ошибку до того, как команда выполнила следующую подачу. Но это не значит, что надо ходить и возмущаться на все подряд, ведь после этого могут последовать санкции. Разрешено ли тренеру во время матча разговаривать со вторым судьей и, допустим, пытаться опротестовать какое-то решение? Нет, нельзя. Только игровому капитану разрешено разговаривать с судьями и спрашивать разъяснения. Тренер таким правом не наделен. Где тренер может передвигаться во время матча? Тренер — это единственный, кто имеет право во время матча передвигаться в свободной зоне между продолжением линии атаки и местом разминки, при этом не мешая игре и работе судей. Если же тренер постоянно игнорирует требования судей находиться в пределах этих ограничений, он может быть предупрежден. Разрешено ли тренеру или помощнику тренера принимать участие в разминке игроков с мячами в свободной зоне во время тайм-аутов или перерывов между партиями? Нет, они имеют право это делать исключительно во время разминки перед матчем. Только игроки могут разминаться в свободной зоне между партиями. Разрешено ли носить компрессионные средства разного цвета? На мировых и официальных соревнованиях ФИУБ для взрослых компрессионка должна быть одного и того же цвета, что и соответствующая часть формы. Но черный, белый или другие нейтральные цвета являются приемлемыми. Тем не менее, если команда использует компрессионные средства, они должны быть одного цвета для всех игроков. Однако для соревнований, не перечисленных выше, в правилах ничего не говорится о единообразии цвета компрессионки. Игрок заступил за линию и касается свободной зоны во время подачи. Является ли это ошибкой? Да, это ошибка, так как в момент удара по мячу подающим, все игроки, кроме выполняющего подачу, должны находиться в пределах своей площадки. Поэтому даже частичное нахождение игрока за пределами площадки во время подачи является ошибкой. Во время розыгрыша мяч отправляется на трибуны, но в тот момент, когда игрок попытался спасти мяч, зритель поймал его первым. Может ли команда потребовать спорный мяч в этой ситуации? Нет, игроку разрешено возвращать мяч на своей стороне откуда угодно за пределами игрового поля, включая скамейку команды, зрительские места и так далее. Тем не менее, за пределами игрового поля у защитника нет приоритетного права на игру с мячом, так что в этой ситуации остается только смириться. Может ли тренер, находясь в своей свободной зоне, поймать переходящий мяч, когда игрок соперника бежит, чтобы вернуть его обратно? Нет. Любой член команды, включая тренера, не имеет права препятствовать игроку соперника вернуть мяч, который пересек плоскость сетки за антенной. Так что, как бы тренеру это не нравилось, но в данном случае он будет вынужден уступить дорогу сопернику, иначе его команда проиграет очко. После плохого приема командой, мяч за пределами площадки перехода летел в направлении свободной зоны соперника. Игрок этой команды побежал, чтобы вернуть мяч. Он побежал под сеткой, не коснувшись ни площадки соперника, ни сетки, но оппонент, находясь в пределах своей площадки, также пошел к мячу и помешал спасающему вернуть мяч на свою сторону. Кто будет прав в данной ситуации? Каждый игрок имеет право находиться и свободно передвигаться на своей собственной площадке и в своем игровом пространстве. Поэтому при вынесении решения о возможной помехе ключевым фактором является, находился ли игрок подававшей команды на своей площадке или же он находился в свободной зоне. Если он перемещался в пределах своей площадки, его действия были правильными, и мяч достанется его команде. Но если он был в свободной зоне, то это действие можно расценивать как ошибку, ведь он создал помеху, что делать запрещено.
Игрок, пытаясь спасти мяч, упал на площадку соперника так, что его тело касалось пола, а обе ноги были в воздухе полностью над площадкой соперника, и при этом они даже не находились над центральной линией. Хотя помехи игрокам он не создал. Было ли это ошибкой? Нет, правила позволяют касаться площадки соперника стопой, которая в свою очередь касается средней линии или находится непосредственно над ней. Ну или можно касаться площадки соперника любой частью тела выше стопы при условии, что это не мешает игре соперника. Так как стопы не касались площадки соперника и при этом не было создано помехи, эта ситуация не должна расцениваться как ошибка. Во время борьбы на сетке два игрока одновременно коснулись мяча и он отправился в аут. Кому достанется мяч в данном случае? Если контакт был действительно одновременным и происходил он непосредственно над сеткой, то очко достается той команде, с чьей стороны упал мяч. Игрок пытался блокировать или произвести атаку, и при этом он не коснулся мяча, но зато коснулся сетки вблизи него. Является ли это ошибкой? Да, является, так как это произошло во время игрового действия или попытки игры с мячом. Наличие контакта с мячом тут уже не имеет значения. Атакующий игрок, приземляясь после нападающего удара, не удержал равновесия и коснулся сетки за антенной, когда мяч все еще был в игре. Является ли это ошибкой? Нет, не является, потому что, во-первых, касание произошло за антенной, во-вторых, он уже завершил игровое действие с мячом и был готов к новому действию, ну и в-третьих, он не использовал сетку как опору для сохранения устойчивости. Можно ли касаться сетки ногой во время игрового действия? Нет, во время игрового действия с мячом запрещено касаться сетки, а в правилах нет разницы, рукой вы касаетесь или же ногой. Это все так же остается ошибкой. Тогда резонно возникает и такой вопрос, а можно ли касаться сетки волосами? Да, это может считаться ошибкой только тогда, когда очевидно, что такое касание сетки повлияло на ход розыгрыша. Вы помешали сопернику или просто запутались в сетке. Если помехи не возникло, то игру можно спокойно продолжить. Нападающий после удара коснулся руки блокирующего, вынудив того коснуться сетки. Как расценивать данную ситуацию? Касание сетки блокирующим не может расцениваться как ошибка, так как на его действие повлиял нападающий. А если судья заметит, что атакующий игрок специально воздействовал на блокирующего, то это можно расценивать как грубую игру и применять соответствующие в этом случае санкции. Во время группового блокирования один игрок затолкал в сетку другого. Считается ли подобное касание сетки ошибкой? Да, участвующие в коллективном блоке игроки считаются одним целым. Если один из них все еще выполняет игровое действие с мячом, это означает, что все участники блока выполняют игровое действие. Поэтому, когда любой из этих игроков касается сетки, это следует считать ошибкой. Мяч после приема направился в сетку. Игрок подающей команды начал движение в сторону сетки и подставил к ней предплечье, в которое и угодил мяч. Можно ли это считать ошибкой? Да, если бы игрок заранее занял такое положение, то это не считалось бы ошибкой. Но раз игрок двигался к мячу и по сути намеренно препятствовал игровому действию соперника, а не, допустим, защищал свое лицо от попадания мяча, то это является ошибкой. Подающий игрок, находясь спиной к сетке, выполнил высокий подброс мяча, а затем поймал его. Можно ли это действие расценивать как ошибку? Нет, данный эпизод считался бы нарушением, если бы подающий выполнил подброс для подачи и эту самую подачу не выполнил. Но раз уж игрок стоял спиной к площадке, это действие нельзя расценивать как подброс для подачи. Разрешено ли выполнять подачу двумя руками? Нет. Правилами установлено, что выполнять подачу можно любой частью одной руки, так что выполняя подачу двумя руками, вы совершите ошибку. После атаки игрока мяч был заблокирован и отправлен под сетку на сторону блокирующей команды. Каков исход у подобного розыгрыша? Данное действие считается идеальным блоком, так что очко достается блокирующей команде. Мяч после атаки направился в аут, но игровой снаряд коснулся волос блокирующей. Кому в этом случае достается очко? Как я уже говорил чуть ранее, незначительное касание волосами, будь то сетка или же мяч, за ошибку считаться не может. В этом эпизоде касание волосами на траекторию мяча не повлияло, так что атакующая команда должна проиграть данное очко, так как мяч ушел за. Игрок, находящийся возле сетки, вытянул руки и дотронулся до мяча, а затем снова его сыграл. Можно ли это расценивать как двойное касание? Нет, раз данное действие не является атакующим ударом, а руки были выше верхнего края сетки во время контакта с мячом, то значит, что это был блок, который за первое касание не считается, и поэтому игрок может совершить еще одно. И в связи с этим давайте сразу разберем похожий случай, где происходит практически то же самое, только первый контакт с мячом выглядит иначе. Что же у нас здесь?
В этом эпизоде был выполнен атакующий удар, а не блокирование, так что второе касание уже было ошибочным, хотя судья на этом внимание акцентировать не стал. Мяч был заблокирован вертикально вниз, и после приземления блокирующий коснулся ногой опускающегося вниз мяча. Можно ли это расценивать как ошибку? Поскольку игрок уже находился на земле и его действие не было умышленным, да и никто спасти этот мяч из атакующей команды возможности не имел, то это нельзя расценивать как ошибку. Связующий, находясь на задней линии, имитировал блокирующее действие, а по завершению убрал руки, но мяч попал ему в голову. Можно ли это считать как ошибка блокирования? Если хоть какая-то часть игрока во время атаки соперника находилась выше верхнего края сетки, то это можно расценивать как блок. А я напомню, что атаки соперника блокировать игрокам задней линии запрещено, так что это ошибка. Центральный, готовясь к атаке, потерял кроссовок, а после того, как розыгрыш завершился, он попросил судей дать ему паузу для того, чтобы надеть кроссовок обратно. Как себя должны вести судьи в данной ситуации? Главный принцип – это безопасность игроков. Если судья решит, что кроссовок представил угрозу, то ему необходимо остановить игру. А так как было очевидно, что игрок потерял кроссовок случайно, то его просьба о паузе не может считаться за задержку. Игрок, пытаясь спасти мяч, ударяется в судейскую вышку. Необходимо ли в данном случае остановить розыгрыш? Да, но только в том случае, если данное столкновение повлияло на возможность судьи нормально продолжить свою работу. В этом случае назначается спорный мяч. Если судье помехи создано не было, то розыгрыш обязан продолжиться. Из-за неосторожности персонала, подающего мячи, игровой снаряд во время розыгрыша оказался на площадке. Какое решение должен принять судья в данной ситуации? Если судьи понимают, что второй мяч находится на площадке или скоро на ней окажется, то они должны остановить розыгрыш и назначить спорный мяч. Либеро в передней зоне верхом принимал скидку от соперника, а его партнер сразу же нанес удар по мячу, который при этом находился полностью выше верхнего края сетки. Правильно ли это действие? В данном случае подобную защиту можно расценивать как обычную передачу для атаки, так что это считается ошибкой. Но если бы либеро схожим образом пытался защитить тело или лицо, и подобная мера была бы вынужденной, то это ошибкой считать нельзя. Игрок во время защиты схватился за судейскую стойку, чтобы быстрее добраться до мяча. Является ли это нарушением? Поскольку в момент контакта с мячом игрок стойку в качестве опоры не использовал, то его действия не могут расцениваться как удар при поддержке. Значит, это была правильная и зрелищная игра. На самом деле, это лишь малая часть случаев из этой книги. В ролике старался использовать те ситуации, которые вы можете встретить во время ваших игр даже на любительском уровне, ну и к которым просто удалось найти видеоряд. Так что обязательно ознакомьтесь с полным документом по ссылке в описании. Там вы определенно откроете для себя много нового. Как я надеюсь, вы узнали много нового и по ходу просмотра моего видео. Так что обязательно поставьте под ним лайк. И я был бы очень рад, если бы вы еще и подписались на канал, ведь больше половины просмотров идут не от подписанных на канал зрителей. В комментариях жду от вас вопросов, которые наверняка у вас накопились. Ну и также пишите, на какую тему вы бы хотели увидеть ролик на канале. Теоретические, тренировочные или еще какие-то видео. Буду делать то, что интересно в первую очередь вам. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.